Привет. Проникновение в адскую тюрьму шло по плану, ровно до того момента, когда ловушка захлопнулась намертво. Во-первых, маскировка сработала безупречно, поначалу. Взрыв отвлекает начальника охраны, а древний артефакт меняет не только внешность, но и запах героев, превращая их в местных демонов. Во-вторых, в подземных кузнях их ждет леденящий душу секрет. Плененное племя мастеров, которое весь мир считал давно вымершим, в промышленном масштабе штампует смертоносные магические бомбы. Завод оружия массового поражения, спрятанный глубоко под землей, это не просто преступление, это тихая подготовка к глобальной войне, о которой никто снаружи еще не угадывается. И, наконец, иллюзия рассыпается в самом опасном месте, прямо над кратером адского пламени. В засаде их уже ждут. Один из мощнейших воинов мира, толпа жутких стражей и бывший союзник, превращенный в безволенного зомби. Хуже всего то, что Хан Ли намертво придавлен гигантской черной печатью, лишившей его свободы движения. Ловушка идеальна. Враги выбрали место, время и состав. Все против героев. Теперь в сердце испепеляющего огня им предстоит бой, где любая ошибка — последняя. А теперь слушаем дальше. Глава 731. Отчаянное положение. Похоже, ты узнал мою марионетку. Заметил адский старейшина стадии зенита небес, наблюдая за изменениями в выражении лица Хань Ли. Что ты с ним сделал? Спросил Хань Ли, нахмурив брови. Значит, ты действительно его знаешь. Ему не так повезло, как тем двоим в клетке. К тому времени, как он добрался сюда, его уже разорвало на части пространственной силой, поэтому я взял на себя смелость немного изменить его тело. Сейчас он чувствует себя довольно одиноко, и я как раз ищу ему приятеля. Не нужно грустить, скоро ты станешь таким же, как он. Как тебе такое? Разве это не захватывающая мысль? Радостно хохотнуло адское существо. Как только его голос затих, из-под земли донесся оглушительный грохот, и весь черный кармический огонь в кратере внизу начал яростно бурлить, а затем поднялся огромной волной, поглотившей большую часть тела Хань Ли. Зловещая ци вокруг Хань Ли мгновенно стала в 100 раз сильнее, и, несмотря на то, что он изо всех сил стабилизировал свое сознание с помощью техники очищения духа, его охватило непреодолимое желание, от которого у него закипела кровь. Несмотря на то, что он едва мог сохранять ясность ума, отчаянно применяя свою технику очищения духа, он все равно был ошеломлен таким поворотом событий. Как интересно. Я никогда не видел Золотого Бессмертного с таким мощным божественным чувством, как у тебя. Посмотрим, как долго ты продержишься. Задумчиво произнесло адское существо, заложив руки за спину. Хань Ли отчаянно направлял свою технику очищения духа, одновременно сопротивляясь гигантской черной печати наверху. Его лицо смертельно побледнело, а внутри его тела непрерывно раздавались треск и хлопки. В этот самый момент он заметил еще две фигуры, приближающиеся к нему с другой стороны огненного кратера, и одной из них был никто иной, как Мо Гуан. Однако он тоже выглядел потрепанным, а молодая женщина, которая была вдвое ниже его ростом, сжимала его горло. Несмотря на это, на его лице играла легкая улыбка, и было непонятно, было ли его спокойствие искренним или просто притворным. Молодая женщина была одета в ярко-красный плащ, который резко контрастировал с унылыми и мрачными цветами, которые предпочитало большинство других существ Серого Царства. В этот самый момент над телом Мо Гуана внезапно вспыхнул черный свет, и он начал превращаться в облако черного тумана. Однако в то же время над ладонью молодой женщины, которая сжимала его горло, вспыхнул темно-красный свет, и он испускал странные энергетические колебания, которые не давали его телу распасться. После этого молодая женщина развернулась в воздухе и полетела к концу моста, продолжая тащить Мо Гуана за горло. Несмотря на это, Мо Гуан по-прежнему не выказывал страха, и на его лице по-прежнему играла беззаботная улыбка. Казалось, что молодую женщину это очень разозлило, и она дала ему сильную пощечину, от которой его голова мотнулась в сторону, и даже его скула, похоже, была сломана. Затем молодая женщина швырнула его на землю, сложила руки в замок и прижала ладонь к лбу. Сразу же после этого на его глобелле мгновенно появилась ярко-красная руна. Куклы-быки, стоявшие за адским существом зенита небес, немедленно выступили вперед и выпустили свои цепи, которые мгновенно сковали Мо Гуана. «Спасибо вам за помощь, мисс Юло», — сказала адское существо. «Разве ты не должен следить за районом Рошом, Иньгуа?»
как ты смог обнаружить этих людей только после того, как они зашли так далеко?» — холодно спросила молодая женщина. Иньгуа смог лишь застенчиво улыбнуться в ответ. «Мне нужно позаботиться и об остальных», — спросила Юло с насмешливой ухмылкой. Внешне она была очень похожа на человека, светлая кожа, красивые черты лица, но на ее глобеле была черная чешуйка, напоминавшая вертикальный глаз, а на щеках несколько ярко-красных отметин. Хань Ли заметил, что ее зрачки были черными, а не серыми, и сразу же подумал, что, возможно, она не из Серого царства. Увидев Хань Ли в облике гигантской горной обезьяны, Юйло слегка удивилась и спросила, почему здесь настоящий дух из царства бессмертных? «Не обманывайтесь, мисс Юло, он всего лишь человек с истинной духовной кровью, и я вполне способен позаботиться о нем самостоятельно», — ответил Иньгуа. Услышав это, Юло замолчала, а Иньгуа с нетерпеливым выражением лица повернулся к Хань Ли и сказал, «Эти люди очень интересные, мне будет очень весело с ними играть». Как только его голос затих, он взмахнул рукавом, и черная печать над Хань Ли мгновенно обрушилась вниз с еще большей силой. Хань Ли приглушенно застонал, убирая свое колесо истины, после чего оно начало вращаться в обратном направлении, и он с большим трудом выскользнул из-под черной печати. Вместо того, чтобы отступить к разрушенному мосту, он изо всех сил бросился к кармическому огненному проходу. «Тебе не уйти», — холодно фыркнул Иньгуа, взмахнув рукавом, и из кратера кармического огня вырвались черные каменные столбы, образовав клетку перед Хань Ли. Увидев это, он помрачнел и призвал сразу 9 лазурных мечей бамбуковых облаков, а затем объединил их в один и ударил объединенным мечом, без колебаний высвободив заключенную в нем божественную дьявольскую молнию. Бесчисленные золотые молнии слились в гигантскую золотую сеть молний, которая прорвалась сквозь кармическое пламя и ударила по черным каменным столбам, быстро разрушив их. Тем временем Хань Ли продолжал бежать без остановки, направляясь прямо к кармическому огненному проходу, но как только он собирался войти в него, Иньгуа молниеносно появился у него на пути. Одной рукой он схватил Хань Ли за плечо, а другой — за черную печать, которую держал в руке, и прижал ее к колбу Хань Ли. У Хань Ли не было времени призвать свое колесо истины, и к тому моменту он уже сильно перенапрягся, поэтому не мог сопротивляться, когда печать крепко прижалась к его лбу. Он почувствовал, как по его телу пробежала электрическая искра, за которой последовало оцепенение, и вся его бессмертная духовная сила была запечатана, а из тела ушла вся сила, оставив его полностью обездвиженным. К этому моменту Ши Чуанькун тоже уже был схвачен, и остался только Байли Янь, который все еще сражался с Сулю. Юло воспользовалась возможностью вступить в бой, и Байли Янь был быстро повержен и тоже схвачен. Сердце Хань Ли мгновенно упало, когда он увидел это. Он уже мысленно подготовился к худшему сценарию, но Мо Гуан, Ли Стри, Байли Янь, Ши Чуанькун и он сам не продержались и 15 минут против Иньгуа. В то же время он задавался вопросом, как Иньгуа удалось так быстро добраться сюда. Даже если они активировали ограничения в огненном кратере, он не должен был так быстро сюда добраться, если только он уже не обнаружил вторжение. Могло ли быть так, что их маскировка была разгадана насквозь? Это тоже было довольно неправдоподобно. Если не брать в расчет тот факт, что в их распоряжении были настоящие небесные нефритовые хвосты лисы, то у Мо Гуана было серое бессмертное тело, а из-за разрушительного действия его кармического огня Байли Янь, по сути, тоже был наполовину серым бессмертным, и одной только их ауры было бы достаточно, чтобы обмануть кого угодно. В противном случае им бы не поручили притворяться адскими существами. Из-за онемения всего тела язык Хань Ли плохо слушался, поэтому он смог лишь невнятно спросить, «Как вы нас нашли?» «Сегодня я в хорошем настроении, так что расскажу тебе. Один из дежурных здесь адских слуг на самом деле моя марионетка», — объяснил Иньгуа. Услышав это, Хань Ли внутренне вздохнул. В этот самый момент Иньгуа поднял левую руку и направил ее на группу Хань Ли. Из его ладони вырвалась черная молния, которая взорвалась бесчисленными черными рунами, мгновенно проникшими в тело Хань Ли и остальных. Хань Ли почувствовал острую боль в дантяне и поспешно, встревоженно, осмотрел свое тело изнутри. Сделав это, он обнаружил, что в его дантяне появились черные молнии, окутывающие его зарождающуюся душу. Эти черные молнии испускали колебания неизвестной силы закона. После того, как его зарождающаяся душа попала в их сети, вся бессмертная духовная сила в его теле мгновенно застыла и перестала двигаться. Вдобавок ко всему, эти силы закона продолжали быстро распространяться по всему его телу, и он был совершенно бессилен сопротивляться. Судя по выражению лиц Мо Гуана и остальных, они явно испытывали то же самое. Глава 732. Адская тюрьма. Иньгуа, казалось, был доволен изменениями в выражении лиц членов группы Хань Ли и небрежно убрал руку, а Юло похвалила его. «Твои губительные силы закона молнии становятся все более мощными, Иньгуа».
Услышав это, Иньгуа слегка нахмурился, но сохранил дружелюбную улыбку и ответил: «В Сером Царстве не меньше 10 человек, которые овладели законами губительной молнии, так что я даже не могу сравниться с твоими способностями к законам». Услышав это, Юло расхохоталась, а Иньгуа слегка нахмурился, и в его глазах мелькнул холодный огонек, но его дружелюбная маска осталась нетронутой. «Ты слишком добр, Иньгуа». «Что ты собираешься делать с этими людьми?» — спросила Юло, когда ее смех утих. «У этих клоунов, должно быть, и есть какая-то цель, раз они пробрались в город Асуры, поэтому я планирую допросить их, чтобы выяснить их намерения», — ответил Иньгуа. «Похоже, это очень разношерстная группа. Здесь есть люди, дьявольское существо и существо интеграции пустоты. Учитывая это, довольно трудно угадать их намерения, так что допрос действительно необходим. Кстати, я неплохо умею допрашивать, так что, может, я допрошу его вместо тебя», — предложила Юло, указывая пальцем на Ханли, который был весьма удивлен. Услышав это, улыбка на лице Иньгуа медленно сошла на нет, и он молча наблюдал за Юло, ничего не говоря. «Я приму это за согласие», — сказала Юло, взмахнув рукавом и выпустив поток темно-красного света, который устремился прямо к Ханли, но в этот момент над Ханли появилась черная молния, которая ударила в поток красного света и мгновенно рассеяла его. Иньгуа медленно убрал руку, и на кончике его пальца сверкнула черная молния. «Что это значит?» — удивленно спросила Юло. «Не думай, что можешь делать все, что тебе вздумается, только потому, что ты приглянулась региональному монарху. Эти люди были схвачены в районе Рашом, так что я буду их допрашивать, а ты не имеешь права вмешиваться и указывать мне, как выполнять мою работу», — холодно сказал Иньгуа. «Я бы не осмелилась указывать тебе, как выполнять твою работу, Иньгуа. Если тебе не нужна моя помощь, то забудь об этом. Тем не менее, вторжение в область Рашом — серьезная проблема, о которой нужно немедленно сообщить региональному монарху», — ответила Юло со спокойным выражением лица, казалось бы, совершенно невозмутимой. Услышав это, Иньгуа слегка изменился в лице и сказал: «В настоящее время монарх региона проводит конференцию 3 регионов, поэтому я займусь этим вопросом и доложу ему лично, как только мой допрос даст результат». «Это хорошо, но раз уж я здесь и вижу это, думаю, мне стоит сообщить об этом региональному монарху на случай, если вы забудете», — сказала Юло с легкой улыбкой. Иньгуа на мгновение замолчал, пристально глядя на Юло, а затем спросил: «Чего именно ты хочешь, Юло?» «Все эти люди довольно могущественны, и их способности тоже очень особенные. Я только что сыграла свою роль в поимке этих людей, так что, думаю, я имею право на некоторые привилегии», — с улыбкой ответила Юло. «Так, чего ты хочешь?» — снова спросил Иньгуа. «Ты можешь забрать их, но я хочу все их сокровища», — ответила Юло. «Хорошо. Большинство этих людей родом из царства истинных бессмертных, так что их сокровища все равно мне не пригодятся», — ответил Иньгуа после недолгого размышления. С этими словами Юло взмахнула рукавом, из нее вырвался поток темно-красного света, который пронесся над телами группы Ханли, забрав все их инструменты для хранения и бессмертные сокровища. Когда его бессмертная духовная сила была запечатана, лазурные мечи бамбуковых облаков Ханли упали на землю, и их тоже забрала Юло. «Это прекрасные сокровища», — заметила Юло, на мгновение осмотрев серебряную лютню Шичуанькуна и 9 мечей, а затем быстро убрала все на место. «Ладно, я пойду», — сказала Юло Иньгуа и улетела вдаль. «Жадная шлюха», — процедил Иньгуа сквозь стиснутые зубы, наблюдая, как Юло уходит с неприкрытой ненавистью в глазах. Сделав глубокий вдох, он немного успокоился и приказал: «Посадите их всех в адскую тюрьму». 2 куклы-быки, стоявшие рядом с ним, тут же подняли Хань-Ли и остальных с земли, затем сняли с них цепи, но заменили их кандалами, которые сковывали верхнюю часть тела, оставляя ноги свободными. Однако в тот момент Хань-Ли и остальные были настолько слабы, что едва могли ходить, поэтому им не сбежать, и 2 куклы быстро вывели их из кольцеобразного здания. Перед зданием стояла запряженная животными повозка, позади которой находилась клетка размером в несколько десятков футов. Группу Хань-Ли бросили в клетку, после чего карета уехала, а Хань-Ли и остальные остались молча смотреть друг на друга. Примерно через полдня карета остановилась перед черным зданием в районе Рашом. Это было довольно большое квадратное здание, в стены которого было встроено бесчисленное множество светящихся черных драгоценных камней, что создавало слегка хаотичное впечатление. Одна из кукол-быков вытащила группу Хань-Ли из клетки и силой швырнула их на землю. Иньгуа запечатал их бессмертную духовную силу и физическую мощь, поэтому их тела стали очень хрупкими. Благодаря невероятному физическому состоянию Хань-Ли он все еще был довольно крепким даже в таком тяжелом состоянии, но Лис-3 и остальные не могли не стонать от боли из-за грубого обращения. В этот самый момент из черного здания вышел крепкий мужчина.
Он был очень высоким и внушительным, а на его лбу красовались 3 огромных мясистых нароста, придававшие ему довольно устрашающий и отвратительный вид. Он был адским существом высшей ступени, и его сопровождала пара облаченных в броню адских слуг, которые держали кнуты с крючковатыми шипами. Это культиваторы истинного бессмертного царства. «Где вы их поймали?» — удивленно спросил дородный мужчина. Они были лично схвачены господином Ингуа и должны быть заперты на нижнем уровне адской тюрьмы. Ответил один из кукол-быков. Мастер Ингуа лично поймал их, удивленно спросил дородный мужчина. Верно, и мастер Ингуа тоже будет лично допрашивать их, так что не спускайте с них глаз. Ответила кукла с бычьим рогом. Предоставьте это мне. Серьезно сказал дородный мужчина. С этими словами 2 марионетки-быки улетели вдаль. «Пойдем со мной». Со зловещей ухмылкой скомандовал дородный мужчина, направляясь к черному зданию, и группе Хань Ли ничего не оставалось, кроме как последовать за ним, в то время как 2 закованных в броню адских слуги замыкали процессию. Все вошли в черное здание, и внутри оказалось довольно просторно, а в самом центре была каменная платформа высотой около полуметра. Вокруг платформы стояли 8 белых каменных колонн, испещренных бесчисленными волнистыми рунами, а на каменной платформе была выгравирована черная телепортационная формация. Крепкий мужчина шагнул на каменную платформу и приказал: «Забирайся сюда». Хань Ли и остальные сделали, как им было сказано, а Байли Янь, который шел позади всех, немного замешкался и тут же получил удар плетью от одного из адских слуг. «Поторопись». Кожа и плоть на спине Байли Яня мгновенно разорвались, и он отлетел в сторону, тяжело упав на каменную платформу. Дородный мужчина не обратил на это внимания, сложив руки в печать, и телепортационная матрица на каменной платформе тут же начала гудеть и мигать. Вскоре после этого все исчезли из массива. Перед глазами Хань Ли промелькнуло множество сцен, и только спустя долгое время зрение вернулось к нему, и он обнаружил, что находится в тускло освещенном зале. Здесь было огромное количество губительной ци, наполнявшей воздух леденящим ощущением, и даже Хань Ли не мог не содрогнуться. Дородный мужчина был очень доволен тем, что группа Хань Ли испытывала дискомфорт, и начал выходить из зала, а Хань Ли и остальные последовали за ним. Выйдя из зала, они попали в длинный коридор, по обеим сторонам которого располагались тюремные камеры, большинство из которых в данный момент были пусты. Коридор не имел конца, и невозможно было сказать, сколько там было камер. Впереди время от времени раздавались леденящие кровь вопли, и Хань Ли, взглянув на камеры по обе стороны коридора, внезапно спросил: «Так это и есть адская тюрьма?» Крепкий мужчина остановился как вкопанный, затем развернулся и с угрожающим видом подошел к Хань Ли. Затем дородный мужчина взмахнул рукой, призывая кнут с шипами, который был в несколько раз больше и выглядел более угрожающе, чем те, что были у 2 адских слуг ранее, и сказал холодным голосом: «Как ты думаешь, где ты сейчас находишься? Не говори, пока к тебе не обратятся. Я просто задаю вопрос. Есть ли правила, запрещающие говорить в адской тюрьме?» — спокойно спросил Хань Ли. Глава 733. Спасения нет. «Ты можешь говорить, и если хочешь, пока можешь держать в руках мой хлыст», — сказал здоровяк с холодной ухмылкой, взмахнув хлыстом и направив его в лицо Хань Ли. Хань Ли остался стоять на месте, не собираясь уклоняться, и черный хлыст резко остановился прямо перед его лицом, в нескольких сантиметрах от его глаз. Хань Ли продолжал спокойно смотреть на кнут, даже не моргая и не вздрагивая. «У тебя есть смелость, надо отдать тебе должное. Неудивительно, что мастер Ингуа лично взялся за твою поимку. На этот раз я пощажу тебя, учитывая, что это твое первое правонарушение, но не испытывай мое терпение снова», — предупредил здоровяк, убирая кнут, и продолжил путь. На этот раз Хань Ли ничего не сказал. «Брат Ли, сейчас мы не в лучшем положении, так что давай не будем начинать никаких конфликтов», — едва слышно произнес Ши Чуань-кун. Хань Ли кивнул в ответ. Он заговорил только что не из-за безрассудства, а потому, что хотел посмотреть, как отреагирует этот здоровяк. Поведение Ингуа и Юло вызвало у него чувство тревоги, которое он не мог объяснить, но после того, что только что произошло, он почувствовал себя немного увереннее. Пройдя еще немного, группа оказалась в огромном помещении, где температура воздуха внезапно подскочила. Это была подземная площадь, похожая на ту, что была в кольцеобразном здании раньше, и здесь были зажженные печи, от которых исходил обжигающий жар, грозивший сжечь легкие при вдыхании. На площади стояло несколько каменных столбов, каждому из которых был привязан пленник, и все они выли от боли из-за невыносимого жара. В стороне стояли надзиратели в серых халатах с чайниками в руках, из которых они время от времени наливали какую-то белую жидкость в рты заключенных, находившихся на грани смерти. Эта белая жидкость возвращала заключенного с грани смерти, и он продолжал мучиться от палящего пламени.
Это первый уровень нашей 9-уровневой адской тюрьмы. Взгляните хорошенько. Со зловещей ухмылкой сказал мужчина в серой мантии группе Хань Ли. Главный надзиратель. Некоторые из стоявших поблизости стражников поспешно склонились в почтительном поклоне, увидев человека в серой мантии. Мужчина в сером в ответ пренебрежительно махнул рукой, а затем Хань Ли и остальные пошли дальше. Вскоре они спустились по лестнице на следующий этаж. На этом этаже тоже была огромная площадь, но она состояла из множества черных прудов, от которых веяло леденящим душу холодом. В прудах в тот момент находились заключенные, все они были смертельно бледны и неудержимо дрожали, издавая душераздирающие крики. Мужчина в сером продолжил путь, ведя группу Хань Ли вниз по другой лестнице на 3-й этаж. На площади на 3-м этаже тоже были пруды, но в них водились змеи и скорпионы, а не жидкость. Все заключенные на этом этаже были вынуждены терпеть мучения от укусов этих ядовитых тварей. Потом был 4-й этаж, потом 5-й, потом 6-й. Мужчина в сером, казалось, хотел, чтобы Хань Ли и остальные увидели ужасы на каждом этаже, и он неторопливо вел группу по адской тюрьме. Все заключенные на всех этажах испытывали ужасное мучение, и Хань Ли даже не слышал о некоторых из применявшихся пыток. К этому моменту Ли Стри и остальные немного побледнели, и только пройдя целый час, они наконец добрались до 9-го этажа адской тюрьмы. К их удивлению, на 9-м этаже не было никаких пыточных инструментов. Вместо этого там была лишь череда тюремных камер, которые выглядели довольно опрятно. Однако здесь вредоносной ци было в несколько раз больше, чем на предыдущих этажах, настолько, что она проявлялась в виде видимого серого тумана. Кроме того, злая ци здесь была более свирепой, чем обычная злая ци, и из нее доносились приглушенные призрачные завывания. Как только Хань Ли и остальные вошли на этот уровень, они почувствовали, будто их тело пронзают бесчисленные стальные иглы. При виде их страдальческих лиц на лице мужчины в серой мантии появилась холодная ухмылка, и он продолжил вести их вглубь территории. На этом этаже было всего от 20 до 30 камер, большинство из которых пустовало, и лишь небольшая часть была занята. На всем 9-м этаже не было ни одного надзирателя, и все заключенные тоже молчали. Мужчина в серой мантии открыл одну за другой 5 камер, а затем затолкал Хань Ли и остальных в камеры. Это 9-й этаж нашей адской тюрьмы. Надеюсь, вам здесь понравится. Зловеще хихикнул мужчина в сером одеянии и тут же отвернулся, словно не желая оставаться здесь дольше необходимого. Хань Ли проводил его взглядом, а затем, слегка нахмурившись, начал осматриваться. Боль от вредоносной ци, проникающей в его тело на этом уровне, все еще была терпимой, и внезапно выражение его лица слегка изменилось, когда он кое-что заметил. Здешние камеры ничем не примечательны, это просто обычные тюремные камеры с некоторыми обычными ограничениями. В тот момент у Хань Ли и остальных не было сил, поэтому этих клеток было более чем достаточно, чтобы удержать их. Сквозь прутья решеток Хань Ли мог легко разглядеть других заключенных, которых держали на этом уровне, и именно это привлекло его внимание. Несмотря на то, что его бессмертная духовная сила была запечатана, его зрение оставалось особенно острым благодаря способностям духовного зрения, которые он развил, и он заметил, что все заключенные здесь находились как минимум на стадии Золотого Бессмертного, а почти половина из них — на стадии Высшего Зенита. Кроме того, помимо существ из Серого Царства, здесь в плену находились еще 2 человека из Царства Истинных Бессмертных. Ши Чуанькун был заперт в камере рядом с Хань Ли, и, увидев удивленное выражение на лице Хань Ли, он тихо спросил: «Ты что-то заметил, брат Ли?» Хань Ли поделился своими наблюдениями с Ши Чуанькуном. Ши Чуанькун бросил взгляд на 2 человек из Царства Истинных Бессмертных, прежде чем снова отвернуться, явно не проявляя интереса, а затем спросил: «Как нам выбраться отсюда, брат Ли? У тебя всегда есть пара трюков в рукаве, можешь придумать выход. Что мы можем сделать в этой ситуации? Мы заперты на нижнем уровне этой адской тюрьмы, и наша бессмертная духовная сила запечатана, так что в данный момент мы ничем не отличаемся от смертных», — ответил Хань Ли с кривой улыбкой. Как раз в этот момент неподалеку раздался холодный голос. «Ты глупец, если думаешь, что сможешь сбежать из адской тюрьмы». Хань Ли и Ши Чуанькун обернулись и увидели, что голос доносился из одной из ближайших тюремных камер, где находился худой мужчина с длинными растрепанными волосами. На обнаженной коже его рук и лодыжек виднелась черная чешуя, и казалось, что он был кем-то из Серого Царства. Было невозможно разглядеть внешность мужчины, но его уши были очень длинными, почти доходили до плеч, и, похоже, у него был очень острый слух. Лишившись божественного чувства, Хань Ли и Ши Чуанькун не могли общаться с помощью передачи голоса, но они говорили едва слышно, поэтому их подслушивание стало неожиданностью. Однако вид длинных ушей существа из Серого Царства дал исчерпывающее объяснение тому, как их подслушали. «Кто ты и почему так говоришь?» — спросил Хань Ли, слегка нахмурив брови.
Длинноухий мужчина проигнорировал вопросы Хань Ли и холодно усмехнулся. «Как ты думаешь, что это за место? Это адская тюрьма?» В этот момент внимание Лиса 3, Могуана и Байли Яня также было привлечено к длинноухому мужчине, и Ши Чуанькун с озадаченным видом спросил: «Разве это не просто тюрьма адского племени?» «Ха! Откуда вы, идиоты, взялись? Вы даже не знаете, в каком месте находитесь», — хохотнул длинноухий мужчина. «Что это должно означать?» — спросил Ши Чуанькун, слегка нахмурив брови. «Позвольте мне рассказать вам, в каком положении вы сейчас находитесь. В этой адской тюрьме адского племя изготавливает высококлассных марионеток, и мы должны стать материалом для них», — с насмешливой ухмылкой заявил длинноухий мужчина. Выражение лица Ши Чуанькуна слегка изменилось, когда он услышал это, но Хань Ли не слишком удивился этому откровению. Увидев ранее крепости для обработки кукол, он уже почувствовал, что именно такая судьба их ждет. «Ты ведь видел все остальные уровни по пути сюда, верно? Эти заключенные проходят начальный процесс очищения тела, чтобы их было легче превратить в марионеток. С того момента, как ты вошел в эту тюрьму, твоя судьба была предрешена. Ты станешь рабом адского племени на всю вечность», — безудержно расхохотался длинноухий мужчина. Услышав это, Ши Чуанькун и остальные заметно помрачнели. Когда его смех утих, длинноухий мужчина, казалось, лишился всех сил и, вздохнув, прислонился к стене позади себя. «Все мы станем марионетками в руках адского племени. Что еще ты знаешь? Расскажи мне», — холодно потребовал Ши Чуанькун. Будучи молодым хозяином дома Великого Истока, он был чрезвычайно горд и предпочел бы умереть, чем превратиться в марионетку. Однако длинноухий мужчина, казалось, полностью потерял интерес к их разговору и отказался отвечать на дальнейшие вопросы. «Похоже, ты хорошо знаком с методами совершенствования марионеток адского племени. В зоне сотни сокровищ я наткнулся на несколько крепостей для совершенствования марионеток, и то, что происходит внутри, похоже на то, что происходит на других уровнях этой адской тюрьмы», — сказал Хань Ли. Услышав это, длинноухий мужчина взглянул на Хань Ли, но по-прежнему не собирался ничего говорить. Навыки адского племени по созданию марионеток находятся на самом высоком уровне в Сером Царстве. То, что вы видели в области сотни сокровищ, это лишь самые грубые марионетки, в тело которых не вживлен адские жуки, поэтому их сознание угаснет после того, как они превратятся в марионеток. В отличие от них, в наше тело будут внедрены адские жуки, и мы будем вечно порабощены адским племенем, даже не имея возможности покончить с собой. На этот раз заговорил пожилой мужчина с седой головой, сидевший в другой тюремной камере. Он тоже был существом из Серого Царства, черты лица которого не сильно отличались от черт обычного человека, и на его лице было обиженное выражение. Однако за ним волочился длинный черный змеиный хвост, и было непонятно, из какого он племени. «Что это за адские жуки души, о которых ты говоришь?» — спросил Хань Ли, повернувшись к пожилому мужчине, как и Ши Чуанькун с остальными. Глава 734. Обречен. Полагаю, вам не повредит, если я расскажу вам о жуках души. Эта способность уникальная для племени демонов, которая позволяет демонам высасывать силу из душ других людей, прежде чем использовать свои способности для преобразования этой силы в жуков. Объяснил пожилой мужчина. «И эти адские жуки души затем внедряются в тело?» — спросил Хань Ли. «Верно. Эти жуки могут проникать в душу и овладевать хозяином, контролируя его действия и даже мысли. Куклы, созданные с помощью жуков душ, являются одними из самых качественных, поскольку эти куклы сохраняют свое сознание и все свои способности, включая даже силы закона», — ответил пожилой мужчина, кивнув. Услышав это, Хань Ли и остальные заметно помрачнели, а Ши Чуанькун процедил сквозь зубы: «Если это так, то я лучше взорву свою зарождающуюся душу и умру, чем превращусь в живую марионетку». Уничтожить собственную зарождающуюся душу? Ситуация еще не совсем безнадежна. Неужели ты действительно готов покончить с собой? Холодно спросил Мо Гуан. Я бы не стал этого делать, если бы не было абсолютно никакой надежды. Вздохнул Лис 3 с кривой улыбкой. Байли Янь тоже тяжело вздохнул и заметил: неудивительно, что адское племя могло править этим регионом столько лет. У них есть свои хитрости. Тем временем Хань Ли хранил молчание с задумчивым выражением в глазах. Пожилой мужчина, казалось, прочитал мысли Хань Ли и предупредил: «Я чувствую, что твоя душа чрезвычайно сильна, но даже тебе будет невозможно противостоять адскому жуку души». «Во все ваше тело были внедрены адские души?» — спросил Хань Ли. «Верно. У всех на этом 9 уровне в телах уже есть адские жуки, за исключением вас 5. Вздохнул пожилой мужчина, и в его глазах мелькнула обида. «Значит ли это, что у нас нет другого выбора, кроме как превратиться в марионеток?» — спросил Хань Ли.
Ни у кого из нас больше нет надежды, но если вы 5 не хотите пойти по нашим стопам, то я советую вам покончить с собой прямо сейчас. В противном случае, как только адские жуки будут выпущены, самоубийство станет единственным выходом. Ответил пожилой мужчина. Спасибо за совет. Сказал Хань Ли, сложив ладони в благодарном жесте по отношению к пожилому мужчине, а затем снова замолчал, как и Ши Чуань-кун и остальные. Вскоре Хань Ли встряхнул головой, чтобы избавиться от навязчивых мыслей, затем сел, скрестив ноги, и приготовился терпеть боль от вредоносной ци, проникающей в его тело, одновременно проверяя свое внутреннее состояние. Он обнаружил, что в его сознании в данный момент существует ряд черных волн, испускающих огромную сдерживающую силу, которая запечатывает его душу и божественное чувство. Более того, его дантянь был полностью заполнен дугами черных молний, не осталось ни одного свободного места. Его зарождающаяся душа была поймана в ловушку бесчисленных разрядов черной молнии и полностью обездвижена, а ее связь с Хань Ли была полностью разорвана. Эти черные молнии не только запечатали его зарождающуюся душу, но и постоянно испускали клубы черного тумана, который медленно распространялся на его зарождающуюся душу и внутренние органы. К счастью, его внутренние органы стали чрезвычайно выносливыми благодаря искусству совершенствования тела, которое он практиковал, поэтому они смогли без особого труда отразить черный туман. Однако ситуация с его зарождающейся душой, которая уже демонстрировала признаки заражения, была совершенно иной, к большому беспокойству и волнению Хань Ли. Поскольку его связь с зарождающейся душой была разорвана, он не мог оценить, какой ущерб наносит ей этот процесс, но можно было предположить, что со временем ущерб будет только увеличиваться. Хань Ли сделал глубокий вдох, чтобы подавить волнение, а затем взглянул на свои пальцы. Единственным положительным моментом было то, что Юло забрала только его инструменты для хранения, но не обнаружила существование домена «цветочная ветвь». На данный момент почти половина всего его состояния находилась во владениях цветочной ветви, включая небесную бутылку, и если бы бутылка была обнаружена, он даже представить себе не мог, к чему это привело бы его. К сожалению, небесная лиса кровавой сабли тоже была в его инструментах для хранения, так что в настоящее время она находилась во владении Юло. В противном случае, если бы Ши Цинхоу был на его стороне, возможно, все сложилось бы иначе. Хань Ли незаметно огляделся и, убедившись, что поблизости нет слежки, прислонился спиной к стене своей камеры, затем прижал руку к колбу, словно пытаясь справиться с болью от вредоносной ци, проникающей в его тело. В то же время он задействовал все духовные силы своего разума, чтобы атаковать черные волны. Черные волны смогли лишь ограничить его божественное чувство, но не смогли полностью лишить его божественного чувства. На тот момент он не мог продвинуться дальше вершины стадии Золотого Бессмертного, поэтому, находясь в Сером Царстве, он уделял первостепенное внимание совершенствованию техники очищения духа, тем самым значительно усилив свое божественное чувство. Несмотря на то, что черные волны были чрезвычайно грозными, они все равно слегка дрожали перед лицом огромного божественного чувства Хань Ли. Хань Ли был в восторге от этого и немедленно удвоил свои усилия, посылая одну волну духовного восприятия за другой, чтобы противостоять черной ряби. 2 часа пролетели как одно мгновение, и черные волны дрожали все сильнее и сильнее, но оставались нетронутыми. В этот момент лицо Хань Ли слегка побледнело. Поскольку его бессмертная духовная сила была запечатана, длительное использование божественного чувства было чрезвычайно утомительным для его тела. Однако он не мог позволить себе остановиться. Он не знал, когда вернется Ингуа, и как только в их тело будут насильно внедрены адские жуки, сбежать будет невозможно. Поэтому он должен был любой ценой освободиться от ограничений в своем теле, а затем сбежать из адской тюрьмы до возвращения Ингуа. Помня об этом, Хань Ли сделал глубокий вдох и продолжил работать. Прошло еще 2 часа, и благодаря его неустанным усилиям черная рябь наконец начала немного рассеиваться. Хань Ли был очень воодушевлен этим и снова удвоил свои усилия. Черная рябь яростно дрожала, особенно в центре, и в этот момент Хань Ли направил на нее свое искусство наблюдения за мечом. Из его души вырвалась полоса полупрозрачного света, которая превратилась в размытое изображение меча и ударила в центр черной ряби. Наконец, в черной ряби появилась небольшая прореха, и меч божественного чувства вылетел изнутри, прежде чем войти в домен цветущей ветви. Сразу после этого черная рябь снова исчезла, но к тому моменту Хань Ли уже достиг своей цели, и меч божественного чувства по его приказу полетел вглубь пространства цветущей ветви. В этот момент Дао Ссе стоял в своем бамбуковом павильоне в царстве цветущей ветви и смотрел на небо. В этот самый момент в павильон ворвался поток полупрозрачного света, который превратился в размытое изображение Хань Ли. Что случилось, собрат Дао с Хань? Наша духовная связь внезапно оборвалась. Спросил Дао Ссе, приближаясь к проекции Хань Ли. Это долгая история. Прямо сейчас я в плену, и моя бессмертная духовная сила запечатана.
Проекция Хань Ли кратко рассказала о том, что произошло до этого момента, и Хань Ли надеялся, что у Даоса Се, возможно, есть способ снять ограничения с его тела, учитывая его познание в законах молнии. В моих воспоминаниях действительно есть некоторая информация, касающаяся законов губительной молнии. По сути, они имеют то же происхождение, что и мои законы молнии, поэтому я должен быть в состоянии помочь вам снять ограничения в вашем дантяне. Однако эти ограничения были наложены существом, достигшим стадии зенита небес, поэтому я не совсем уверен. Сказал Даос Се. Это нормально. Если ты сможешь разрушить одну из печатей в моем дантяне, я смогу использовать свои силы закона времени и сам разберусь с остальными ограничениями. С воодушевлением сказал Хань Ли. В таком случае я чувствую себя немного увереннее. Кивнул Даос Се. Хорошо, я пойду подготовлюсь, и мы сможем скоро начать. Сказала проекция Хань Ли, а затем полетела в угол сада духовной медицины, где была посажена трава мириад душ. Хань Ли беспокоился, что длительное хранение духовного растения в нефритовой шкатулке может повлиять на его целебные свойства, поэтому он посадил его в пространстве «Цветочная ветвь». Проекция Хань Ли подняла руку и выпустила луч света, который окутал траву мириад душ, а затем вырвал ее с корнем. На лице проекции появилось восторженное выражение. Это было именно то, что ему было нужно прямо сейчас, так что ему очень повезло, что он решил посадить его в цветочной ветви. По его расчетам, с помощью этого мириадского растения у него было примерно 50% шанса избавиться от черных волнений в голове. Если бы он смог это сделать, то у него было бы гораздо больше шансов преодолеть пагубные ограничения молнии в своем дантяне с помощью Даоса Се. Помня об этом, проекция Хань Ли начала вылетать из области цветущей ветви с травой мириад душ, но внезапно остановилась, и на ее лице появилось мрачное выражение. Именно в этот момент Инь-Гуа спустился на 9-й этаж адской тюрьмы. Хань Ли мог только стиснуть зубы и в отчаянии опустить голову. В следующее мгновение Инь-Гуа появился перед камерой, в которой находился Хань Ли, и посмотрел на него горящим взглядом. Увидев это, сердце Хань Ли упало, и он медленно поднялся на ноги. Прежде чем он успел подумать о чем-то еще, Инь-Гуа сложил печать, и по его приказу дверь камеры распахнулась. Войдя в камеру, он взмахнул рукавом, вызвав две гигантские руки из черных молний, которые схватили Хань Ли и крепко удерживали его на месте. Хань Ли почувствовал, как воздух вокруг него сгущается, и он был полностью обездвижен, в то время как Ши Чуань-кун и остальные могли лишь в тревоге наблюдать за происходящим. Хань Ли даже не попытался сопротивляться, просто посмотрел прямо на Инь-Гуа и спросил: «Ты собираешься превратить меня в марионетку?» Глава 735. Внедрение адского жука души. Похоже, ты уже знаешь, что с тобой произойдет. Это избавляет меня от необходимости объяснять. С твоими способностями к управлению временем ты станешь для меня ценным приобретением, так что, пока ты остаешься верным, я буду хорошо с тобой обращаться. Сказал Инь-Гуа с легкой улыбкой, затем поднял руку и выпустил шар черного света, который превратился в яйцевидный объект, очень похожий на яйцо насекомого. Инь-Гуа с серьезным выражением лица сложил руки в печати, и черное яйцо тут же начало извиваться и корчиться. Вскоре после этого изнутри выполз маленький черный жучок. Существо напоминало слизня с десятками щупалец разной длины по всему телу, а его человеческое лицо сильно напоминало лицо Инь-Гуа, и это было жуткое зрелище. Выражение лица Хань Ли мгновенно изменилось при виде этого существа. Не сопротивляйся, просто позволь ему войти в твою душу. На самом деле это довольно приятный процесс, так что не торопись, холодно сказал Инь-Гуа, и адский жук души по его приказу метнулся вперед и быстро проник в глазницу Хань Ли. Хань Ли почувствовал, как острая боль пронзила его голову, словно кто-то вонзил раскаленный гвоздь ему в мозг, и он не смог сдержать приглушенный стон, когда его тело начало бесконтрольно дрожать. Адский жук души быстро проник в его разум, прежде чем пробраться к его душе, и на него совершенно не повлияли черные волны в его разуме. Вскоре оно достигло сознания Хань Ли, и появилась крошечная фигурка души, внешне идентичная Хань Ли. Фигура души использовала искусство наблюдения за мечом, чтобы отправить полупрозрачный меч, который вылетел из ее тела и пронесся по воздуху, с легкостью рассекая адского жука души, отчего тот взорвался, превратившись в два облака черной ци. Однако два облака черной ци мгновенно слились обратно, снова образовав жука адской души, и он продолжил свой путь, казалось бы, совершенно невредимый. Фигура души была весьма удивлена, увидев это, но сохранила спокойствие и собранность, когда из ее тела вылетела божественная цепь, которая мгновенно обвелась вокруг адского жука души, надежно зафиксировав его. На лице адского жука души появилась насмешливая ухмылка, и его тело снова взорвалось, освободившись от божественной цепи, прежде чем улететь в виде облака черного тумана. Адский жук души изначально находился не так уж далеко от души Хань Ли,
и облако черного тумана, в которое она превратилась, быстро вступило в контакт с душой Хань Ли. Затем облако черного тумана превратилось обратно в адского жука души, набросилось на душу Хань Ли и попыталось проникнуть внутрь. Фигура души издала тревожный крик, когда из ее тела вырвалось несколько божественных цепей, образовав вокруг адского жука божественную клетку. Запертый в клетке божественного чувства, адский жук души значительно замедлился, но к этому моменту почти половина его тела уже проникла в душу Хань Ли, и он продолжал двигаться вперед без остановки, проникая все глубже и глубже, хотя и медленнее, чем раньше. Увидев это, в глазах фигуры души появился тревожный взгляд, и из ее тела вылетели новые божественные цепи, чтобы поймать адского жука души и обернуть его в плотный кокон. Брови Инь-Гуа слегка нахмурились, когда он бросил холодный взгляд на дрожащего Хань Ли, после чего холодно хмыкнул. «Если ты настаиваешь на том, чтобы продлить боль, то я исполню твое желание». Сразу после этого из его кончиков пальцев вырвались 5 полос черного света и пронзили голову Хань Ли. Из всех его отверстий мгновенно хлынула кровь. В то же время его тело начало дрожать еще сильнее, как будто он был в конвульсиях, и с его губ сорвался мучительный вой. Ши Чуанькун и остальные были в ужасе, увидев это, но они ничего не могли сделать. Седовласый старик и длинноухий мужчина смотрели на Хань Ли, сокрушенно качая головами и сетуя на то, что он не прислушался к их советам. «А, как интересно! Посмотрим, как долго ты продержишься». На лице Инь-Гуа появилось выражение садистского удовольствия, когда 5 лучей черного света, исходящих из его кончиков пальцев, стали еще толще. Только спустя целых 15 минут лучи черного света, исходившие из кончиков пальцев Инь-Гуа, исчезли, и в то же время 2 гигантские руки-молнии, схватившие Хань Ли, тоже пропали. К этому моменту половина тела Хань Ли уже была залита кровью, и он рухнул на землю без сознания, а его аура стала крайне слабой. «Наглый дурак», — усмехнулся Инь-Гуа, выходя из камеры Хань Ли, а затем перевел взгляд на Ши Чуанькуна. Увидев, что только что случилось с Хань Ли, Ши Чуанькун почувствовал, как у него упало сердце, и его выражение лица мгновенно изменилось при виде угрожающего взгляда Инь-Гуа. Инь-Гуа прошел прямо сквозь ограничения вокруг камеры Ши Чуанькуна, затем вызвал еще 2 черные руки-молнии, чтобы схватить Ши Чуанькуна. Казалось, что терпение после Хань Ли полностью иссякло, и он схватил Ши Чуанькуна за голову, прежде чем выпустить в него непрерывную струю черного света. Выражение лица Ши Чуанькуна резко изменилось, он издал леденящий кровь вой, и из всех его отверстий хлынула кровь. Примерно через 15 минут Инь-Гуа отпустил Ши Чуанькуна, который тоже упал на землю без сознания. Инь-Гуа холодно взглянул на Ши Чуанькуна, затем вышел из своей камеры и направился к камере Лиса-3. Через час Инь-Гуа выбрался из камеры Байлияня, и к этому моменту вся группа Хань Ли потеряла сознание. Лицо Инь-Гуа слегка побледнело, и он сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Мужчина в серой мантии внезапно появился, словно из ниоткуда, и с подобострастным выражением на лице сказал: «Поздравляю с приобретением еще 5 прекрасных кукол, мастер Инь-Гуа». На лице Инь-Гуа появилась слабая улыбка, и он сказал: «Эти 5 кукол будут мне очень полезны, так что внимательно за ними приглядывай». Я ясно выразился, Инь-чан. Все предельно ясно, мастер Инь-Гуа. Я обязательно буду внимательно следить за ними. Поспешно пообещал мужчина в серой мантии. Адские жуки уже внедрены в их тело, но пройдет 100 дней, прежде чем они полностью с ними срастутся. Как только они очнутся, отведите их прямо во дворец глубокой Инь и не позволяйте никому из других областей вступать с ними в контакт. Проинструктировал Инь-Гуа. Да, мастер Инь-Гуа. С вами все будет в порядке после того, как вы посадите 5 жуков адской души подряд, с обеспокоенным видом спросил Инь-чан. Со мной все будет в порядке, мне просто нужно немного отдохнуть и восстановиться. Если ты хорошо справишься здесь, я обязательно щедро тебя вознагражу. Ответил Инь-Гуа, а затем мгновенно исчез, по-видимому, торопясь начать процесс восстановления. Инь-чан поспешно отвесил благодарный поклон и только спустя долгое время выпрямился. Он бросил холодный взгляд на Хань Ли и остальных, затем повернулся, чтобы уйти, но внезапно остановился. Как оказалось, Юло спускалась по лестнице, ведущей на 9-й этаж. Увидев это, Инь-чан слегка замешкался, после чего на его лице появилась широкая улыбка, и он поспешно подошел к Юло и спросил: «Что привело вас сюда, госпожа Юло?» «Прошу прощения, что не вышел поприветствовать вас раньше». «Мне нельзя сюда приходить?» — безразлично спросила Юло. «Конечно, нет. Вы можете в любое время посетить адскую тюрьму», — поспешно ответил Инь-чан с немного испуганным выражением лица. Юло холодно фыркнула, прежде чем направиться по коридору, и Инь-чан поспешно последовал за ней, осторожно спросив: «Могу я узнать цель вашего визита, госпожа Юло?» Юло не обратила на него внимания и продолжила идти, не останавливаясь, и вскоре остановилась перед камерами Хань Ли и остальных.
Выражение лица Инчаня слегка изменилось, когда он вспомнил о приказе Ингуа не подпускать никого из других областей к Ханьли и остальным, но прежде чем он успел что-то сказать, Юйло вздохнула. Мастер Ингуа иногда бывает очень жестоким. Даже если он собирается превратить этих 5 в марионеток, ему не обязательно было так грубо с ними обращаться, не так ли, старший надзиратель Инчан? Инчан не ответил, не осмеливаясь комментировать действия Ингуа. Юло подняла руку и выпустила поток черного света, который разделился на 5 частей и полетел в клетке. «Что вы делаете, госпожа Юло?» — спросил Инчан, шагнув вперед с обеспокоенным выражением лица. По приказу Юло 5 вспышек черного света превратились в 5 тонких щупалец, которые ненадолго коснулись лбов Ханьли и остальных, чтобы проверить их состояние, а затем исчезли к большому облегчению Инчаня. Похоже, мастер Ингуа насильно внедрил в их души жуков-бесов. Такой прямой и жестокий метод имплантации сработает, но жуку души потребуется очень много времени, чтобы слиться с их душами. У меня есть несколько пилюль для питания души Ин, давайте каждому из них по 1 пилюле в день, и время, необходимое для совершенствования марионетки, значительно сократится. Сказала Юло, бросая Инчиню пузырек из черного нефрита. К горлышку флакона был прикреплен черный талисман, и даже сквозь флакон можно было почувствовать колебания чистой силы души, исходящие от его содержимого. Выражение лица Инчана слегка изменилось, когда он услышал это. Небесные пилюли для питания души Инь были чрезвычайно ценными пилюлями для питания души, которые были эффективны даже для совершенствующихся зенита небес. При обычных обстоятельствах Ханьли и остальным потребовалось бы около месяца, чтобы проснуться, но с этими таблетками хватило бы и нескольких дней. Однако Инчан не мог понять, почему Юло была готова пожертвовать пузырьком небесных пилюль для питания души Инь, лишь бы помочь Ингуа в совершенствовании его куклы. Друзья, эти главы, когда идеальная машина по превращению героев в марионеток дает сбой именно там, где ее создатель чувствовал себя в полной безопасности. 9 уровней адской тюрьмы — это не примитивное насилие, а выверенная технология. Инь-Гуан методично разрушает тело экстремальными температурами и ядами, ведь сломленная плоть неизбежно тянет за собой трещины в ментальной защите. Лишь после полного истощения жертвы в ход идет адский жук души, паразит, не стирающий память и боевой опыт, а просто переписывающий внутреннюю систему приоритетов. Интеллект остается нетронутым, нейронные связи на месте. Изменяется лишь одно — воля служит уже не себе, а хозяину. Ханьли сопротивляется иначе, чем любая прежняя жертва. Пока остальные ломаются, он выстраивает внутри разума карантинную зону, ментальные цепи невероятной плотности, запирающие жука в изолированном секторе сознания. Паразит грызет барьер изнутри, боль достигает предела. Установка прошла не до конца. И тут самонадеянность системы подбрасывает Ханьли неожиданный подарок. Союзница Юйло тайно передает стражнику небесные пилюли питания души, желая ускорить процесс ассимиляции с месяцев до дней. Она не учла главного. Мощная пилюля напитает не только жука, но и истерзанную душу самого пленника, давая ему ресурс для перехвата контроля. Инь-Гуан спит, уверенный в 3 месяцах покоя. Разъяренный и полный сил Хани может проснуться уже к концу недели, прямо в сердце вражеской цитадели, с незавершенной связью паразита. Готовлю продолжение.